Как выборы в США повлияют на войну в Украине? Пойдет ли новый президент на прямой диалог с Путиным? И сохранит ли Америка роль мирового полицейского? Об этом поговорим сегодня с Гарри Каспаровым, чемпионом мира по шахматам. Гарри Кимович, здравствуйте, рада приветствовать. Спасибо за приглашение. Мы работаем в прямом эфире, поэтому я прошу наших зрителей писать свои вопросы в комментариях. Также напишите, с какой страны, с какого города вы нас смотрите. Ну и, конечно же, поддержите этот разговор своим лайком. За день до исторических выборов, и эта интрига вокруг голосования в США остается. Весь мир застыл в ожидании. 5 ноября на самом деле очень важный день и для Украины, потому что Соединенные Штаты — наш главный стратегический партнер. И от того, кто займет место в овальном кабинете, зависит будущее нашей страны. Гарри Кимович, что вы думаете об этих выборах? И кто, на ваш взгляд, в результате станет президентом? Если бы знать, кто станет президентом, то, учитывая количество денег, которые сейчас заложены в эти ставки на победителя, можно было бы, в общем, чувствовать себя крайне комфортабельно. Ответ никто точно не знает. Ну, если верить рыночным котировкам, то шансы Трампа немного выше. Я тоже считаю, что так чуть его шансы предпочтительные за счет того, что в этих 7 штатах, в которых реально выборы проходят, то есть в Америке штатов 50 плюс округ Колумбия, но на самом деле только в 7 штатах что-то может серьезное произойти. Хотя последние данные указывают на то, что могут быть какие-то сюрпризы, но исходим из того, что есть 7 штатов, в которых и решится судьба президентских выборов. На сегодняшний день, за исключением одного из них, Висконсина, который наверняка выиграет Харрис, во всех остальных в 6 штатах Трамп впереди. Но за исключением Аризоны, который вроде бы, можно говорить, с определенной уверенностью пойдет Трампу, во всех остальных ситуация, мне кажется, остается достаточно сложной. Особенно сложно в Пенсильвании. Там самый большой приз, 19 голосов выборщиков. То есть если Пенсильвания, Мичиган пойдут Харрис, то она выиграет выборы. Но вопрос, как там сложится, сказать невозможно. И все будет решаться буквально, может быть, там на тысячах, на десятках тысяч голосов, хотя голосуют, как мы знаем, там миллионы людей. Я не знаю, можно ли назвать выборы историческими. По большому счету, все последние выборы в Америке были историческими, потому что роль Америки в мире не только касательно Украины, но вообще роль Америки в мире, она по-прежнему остается определяющей. И можно сказать, что, наверное, сейчас разница между кандидатами, тем, как Америка себя будет вести дальше, она, может быть, я бы не сказал наиболее полярная, но там наиболее выпукло все представлено, потому что Трамп явно готовится, в общем, не скрывать своих планов, в общем, изменить роль Америки, хотя, мне кажется, многое из того, что он говорит, нереализуемо. Потому что одно дело говорить на предвыборных митингах, даже писать какие-то там предвыборные программы. И причем многое из того, что говорит Трамп, мне кажется, это связано еще, все-таки возраст уже к 80 годам, и никогда особенно не заботился о том, как правильно построить фразу и вообще, что можно обещать, а что нельзя. То есть там, конечно, очень много этого выборного такого тумана. Что получится на выходе, сказать сложно, но очевидно, что Трамп, конечно, будет перестраивать систему отношений Америки и с союзниками, и с теми, кто сегодня является откровенно врагами Америки. Гарри Кимович, вы говорите, что могут быть какие-то сюрпризы. А что вы имеете в виду? И ваше мнение, на кого вы делаете больше ставку все-таки? Я не делаю ставки никакой, я просто поддержал Харрис. 3 дня назад вышла моя статья, в которой я объясняю свою позицию. Харрис совсем не мой кандидат. И, в общем, надо сказать, что я бы никогда такого выбора не сделал. Но в данном случае выбор между Харрис и Трампом. С моей точки зрения, Трамп опасен как для американской демократии, в силу многих своего характера и своего поведения, и в том числе и возраста. Очевидно, в общем, уже... Все эти недостатки характера, они сейчас стали проявляться гораздо отчетливее. Мне кажется, он теряет и самоконтроль. И получение
такого объема власти, причем человека, который явно хочет отомстить своим врагам, это крайне опасно для американской демократии. То есть, скажем, вот разница между Харрис и Трампом, если говорить про американскую политику, то, что совершенно очевидно, что в 2028 году можно будет надеяться, что ее не переизберут. То есть, это будет кампания, и это будет, в общем, продолжение вот американских демократических традиций. Что касается Трампа выборов, у меня нет прямой уверенности, что Америка сохранит вот эту свободу выбора, потому что Трамп ведет за собой многих людей, чьи взгляды на мир, и на Америку, и на американскую демократию начинают тревожить даже людей, никогда за демократов не голосовавших. Вот. Что касается внешней политики, то, понятно, администрация Байдена – это, скажем, используем американское слово «disaster». Это, безусловно, худшая администрация на моей памяти, абсолютно трусливая, позорная, проигравшая все буквально. Вот. Поэтому опять, если бы не Трамп, то разговоров не было бы никаких. Понятно, что Харрис была членом этой администрации, но, как я написал в своей статье, вице-президент, на самом деле, это там немножко больше, чем мебель в Белом доме, потому что, по большому счету, все, что должен делать вице-президент, это поддерживать президента. За исключением Дика Чейни, который был вице-президентом Буша, и который, понятно, играл там важнейшую роль в администрации. Все остальные вице-президенты, включая того же Байдена, который там просто у Обамы был там мессенджером, на посылках был. Вот. Все остальные вице-президенты, они играли номинальную роль. Поэтому есть основания предполагать, потому что я знаю по раскладам в Вашингтоне, что в случае победы Харрис все-таки внешняя политика Америки будет гораздо более осмысленной. Там не будет вот этого страха времен Холодной войны, который парализует Байдена. И люди, которые должны прийти вместе с Харрис, они все-таки будут проводить, мне кажется, в этом плане, в плане противодействия диктаторам, более осмысленную политику. То есть с точки зрения Украины и с точки зрения вообще противостояния миру диктаторов, выбор достаточно простой. И поэтому я пишу последнюю фразу, что Харрис – это далеко не лучший выбор, но сегодня это единственный выбор. Кстати, Bloomberg пишет о том, что многие в Европе чиновники говорят о том, что Харрис может пойти не по стопам Байдена, а, скорее всего, по стопам Барака Обамы. Нет. Я думаю, что это не совсем, мне кажется, объективная оценка ситуации. Кроме того, я не понимаю, чем Байден сильно от Обамы так отличается. То есть где они там разницу увидели. Но я понимаю, что концентрация будет больше на Тихоокеанском регионе, не так, как на Европе, Украине и так далее. Нет, значит, насколько я понимаю, нет, это длинный спор можно вести. Обама вообще никакой не было концентрации. Обамовская внешняя политика – это и есть, на самом деле, во многом продолжение. Байден ее продолжает. Это политика капитуляции, политика ухода Америки из мира. В этом плане, кстати, Обама и Трамп не сильно отличаются. На самом деле, если приглядеться, просто Трамп это делает там сразу разрубает гордий узел, просто там в своей манере. А Байден – это на самом деле медленный уход Америки, такая капитуляция, но, к сожалению, она наглядно проявляется. Это было и в Кабуле, позорное бегство, которое все видели. И что касается Украины, тоже администрация Байдена несет историческую ответственность за то, что война продолжается, и Путин продолжает эту войну, у него есть ресурсы, Украина истекает кровью, хотя все оружие, необходимое для победы Украины, оно пылится на американских складах. Это проблема Обамы, Байдена, тех людей, которые, в общем, считали, что Америка не должна играть этой глобальной роли. Проблема же, большая проблема, если посмотреть, геополитическая, заключается в том, что в мире же не бывает вакуума политического. Если кто-то уходит, то на это место кто-то зайдет. И американский уход, американское отступление тотально. И на Ближнем Востоке, и в Африке, и в Европе, и по большому счету и на Тихом океане, оно, естественно, приводит к усилению тех, кто это место занимает. Естественно, это усиление Ирана, России, Си Цзиньпиня, Китая. Если посмотреть на карту мира, то, например, Мадуро просто делает, что хочет в Венесуэле. Фальсифицирует итоги выборов, там нарушается договоренность с теми же американцами, ничего не происходит. Мы сейчас видим, как просто нагло в Грузии были сфальсифицированы выборы. Естественно, конечно, никто ничего делать не может, потому что если уж Мадуро делает в Латинской Америке, то почему не сделать это тут под боком у Путина? То есть, в целом, политика
Байдена, это продолжение той же политики Обамы. И в какой-то мере, кстати, я говорю, Трамп, он говорит о том же, просто в более резкой форме. Что касается Харрис, здесь далеко не так очевидно, потому что у Харрис вообще нет никаких своих как бы, политических воззрений. То есть она на самом деле двигается вместе с электоратом, а учитывая, что электорат на сегодняшний день в Америке сдвинулся, конечно, вот с центра вправо, и в целом до сегодняшнего дня по-прежнему сохраняется довольно высокий уровень поддержки Украины, и Россия рассматривается как геополитический враг, то я считал, что есть большой шанс, что как раз администрация Харрис будет именно как бы соответствовать вот этим ожиданиям американских избирателей. И поэтому как раз вот для нее как бы сдвинуться вправо по этой шкале политической, особенно внешнеполитической, никакого труда не представить. Гарри Кимович, а вы общались с Трампом когда-нибудь? Очень давно, в 1992 году, так просто это был такой спорадический визит. И буквально там 1 минуту, это в 2003 что ли, году в Атлантик-Сити, там в его казино проходил матч. Вот я не помню, кто из... По-моему, все-таки это был Владимир Кличко. Там просто как раз вот матч был как раз за звание какое-то. И вот Трамп его организовывал, там опять тоже там прошел, там буквально там здрасте. Но никаких серьезных разговоров с Трампом у меня никогда не было. Но у вас же какое-то мнение о нем сложилось тогда? Тогда какое мнение было? Трамп был просто человеком, который к политике отношения никакого не имел. Таких, как он, было в Америке немало. Вот. А что касается его политической деятельности, то начиная с 2015 года, как только он объявил о начале своей кампании, можно посмотреть, я, в общем, занимал всегда последовательную позицию. Трамп, безусловно, это серьезнейшая угроза для американской демократии. И в принципе, конечно, это проблема для всего мира. Другое дело, что Трамп, как и любые потенциальные, я бы не сказал диктатор, но авторитарный лидер, он на самом деле поднимается вот в глазах избирателей, потому что говорит о тех проблемах, которые реально существуют. Ведь авторитаризм не приходит же как бы вот там внезапно. Ничего не было, все было хорошо, и вдруг появляется там, не знаю, Гитлер там, или еще кто-нибудь. Это все связано с тем, что в обществе накапливаются проблемы, которые замалчиваются, которые игнорируются. И избиратель, демократический избиратель, он ищет альтернативу. И вот тут появляется Трамп и говорит, что, вы знаете, а вот тут так. И так на самом деле многое из того, что он говорит, это реально. Вот если сегодня убрать Трампа, как бы поставить любого другого республиканца, просто любого, просто не имеет значения какого, был бы тотальный разгром. То есть, вообще, выборы бы кончились в одну калитку. Просто Демпартия на сегодняшний день, надо понимать, она идеологически обанкротилась. А вся эта левацкая политика, вот, особенно то, что сейчас происходит, в меньшем объеме уже, но в американских университетах вот все эти демонстрации в поддержку там, террористов самых разных мастей, антиизраильские демонстрации, потом вся эта воковская проблема, то есть опять вот это так называемый identity politics, это все на самом деле вызвало серьезную реакцию людей, причем это не только вопрос как бы чисто расовый, не только там белые, там, с одной стороны там черные или там азиаты, нет, на самом деле в целом многие люди, работающие в Америке, то есть как бы они не понимают, почему Америка должна отказаться от ключевой идеи, там, меритократии. То есть, на самом деле, результат это и есть, как бы определяет твое положение в обществе. Не какие-то твои врожденные качества, там, я не знаю, там, гендерные, расовые или еще какие-то, а именно вот результат твоей работы. Вот отказ от этой ключевой идеи американской демократии, он, конечно, вызвал серьезное отторжение от Демпартии. И Демпартия пока еще не избавилась, и будем надеяться, все-таки с избранием Харрис она может начать мигрировать в сторону как бы центра. Пока не избавилась от этого деструктивного влияния крайне левых. И это на самом деле опять исторический цикл проблемный. Всегда, как говорится, крайность с одной стороны, крайне левые вызывают к жизни там крайность с другой стороны. То есть в этом плане МАГА, там, Make America Great Again, протрамповское движение, это реакция во многом на левые перекосы. То есть в данном случае как бы вот экстремальные как бы крылья вот двух партий, они захватывают все больше и больше политического пространства, потому что альтернатива вдруг оказывается там Трамп-Харрис, вдруг, а раньше была Трамп-Байден. То есть мы не имеем кандидатов, которые могли бы как бы предложить действительно реальное видение
мира будущего. Приходится выбирать меньше из зол, но опять, сегодня, я еще раз говорю, это увы, в общем, представитель демократической партии, который, скажем, ну, при любых других условиях, вот, вычесть Трампа как бы из уравнения, эти выборы бы кончились бы тотальным разгромом партии. Кстати, наши зрители пишут о том, чтобы американцы все-таки выбирали женщину. Но есть и те, которые говорят, что, возможно, Трамп весь этот террор закончит, потому что он первый, кто дал Украине джавелины, он признал оккупацию Крыма и так далее. Кстати, по поводу Харрис, то тут еще СМИ вспоминают о том, что она говорила нашему президенту Зеленскому в начале полномасштабного вторжения. Она сказала, что война приближается, и вы проиграете. Такими были слова вице-президента США Камалы Харрис перед началом вторжения в 2022 году. Ну и ранее экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал, что перед вторжением именно Харрис говорила Зеленскому, чтобы тот избрал себе преемника и написал видеозавещание. А не получится ли так, что и сейчас Харрис скажет, что вы проиграли, все уже всем понятно, сворачивайтесь? Значит, ну, еще раз я говорю, я меньше всего хочу выполнять роль адвоката Камалы Харрис. Вот, я еще раз скажу, что это не мой кандидат, как бы я в данном случае поддерживаю ее именно исходя из того, что есть альтернатива, Трамп называется. То есть, что касается того, что говорила Камала Харрис, я уже сказал, вице-президент – это мессенджер. Это человек, который может озвучивать поручения президента. Никаких других функций, вот, я говорю, за исключением Дика Чейни, вот, просто, который был у Буша-младшего, ни один вице-президент себе присвоить не может. Камала Харрис озвучила ровно то, что Байден считал необходимым передать Зеленскому. И это была позиция ЦРУ, в принципе. Они предсказывали падение Киева за 4 дня. Вот. И Камалу Харрис выбрали просто как человека, который должен был эту неприятную новость Зеленскому сообщить. Все, как бы никаких других подтекстов в этом нет. Может ли она сказать, что сейчас война проиграна? Ну, в принципе, все может быть. Но пока это сказал Трамп, на самом деле. Вот рассказ про Джавелин, это уже сколько, 6-7 лет прошло. Мы говорим конкретно на сегодняшний день о том, что говорит Трамп, о том, какие люди его поддерживают. Ну, начнем с вице-президента Ванса, который просто, как говорится, нет такой страны Украины вообще, вообще нас это не касается, даже обсуждать не будем. И это просто преемник Трампа. То есть не надо забывать, что если что-то случается с Трампом, то вот тогда вице-президент становится как главным человеком. А Джей Ди Ванс – это молодой Трамп, очень хорошо образованный, хорошо все понимающий, ставленник вот миллиардеров из Силиконовой долины, которые тоже стоят за Трампом. Ну как, если уж Wall Street Journal, рупор правых, пишет о том, что Илон Маск 2022 года находится в прямых контактах с Путиным, а Илон Маск ведет сейчас ключевую кампанию в поддержку Трампа, ну вы можете понять, что Трамп будет себя вести по отношению к Украине предсказуемо плохо. Как себя поведет Харрис, я не знаю. Кроме того, и ряд людей в ее потенциальной администрации, которых я знаю, они занимают очень такую правильную, даже радикальную позицию в отношении поддержки Украины. Вот, то есть есть несколько человек, которые могут занять серьезные посты в администрации. Опять, это никакой гарантии здесь нет. Вот, а как себя поведет Харрис, я не могу вам обещать. Вот. Я думаю, что опять, по всем индикаторам это для Украины лучший вариант, ровно потому, что можно сказать, как поведет себя Трамп. Трамп будет договариваться с Путиным, ровно потому, что Трамп всегда договаривается. Кстати, договаривается достаточно плохо. Все рассказы про то, что вот он там гений там сделал, вот он договаривался с Талибаном. Отпустил 5000 человек, между прочим, как говорится, по итогам этих договоренностей. Понятно, что Байден виноват в позорном бегстве оттуда, но тем не менее договор об уходе Америки из Афганистана подписал Трамп. Так что Байден, по большому счету, выполнял, опять выполнил плохо. Но, тем не менее, договор такой с Талибаном уже был подписан. Фактически через голову проамериканского правительства, которое сидело в Кабуле. Вот. Поэтому вот, по отношению к Украине можно не сомневаться, что там Трамп зафиксирует позицию. Она, кстати, многократно уже озвучена была о том, что Украина должна будет сдать часть своей территории. При этом никаких гарантий безопасности Трамп, я думаю, предлагать не будет. Вот там пусть Европа этим занимается. Трамп это, в принципе, я говорю, это по вопросу внешней политики это достаточно плохо. Ровно потому, что роль Америки будет уменьшаться. А Трамп, может, не здесь не выдвигаем каких-то обвинений, но понятно, что есть семейный бизнес Трампа. Вот, и я думаю, что во главу угла будет поставлен его личный интерес.
Кстати, в Кремле Путин недавно заявлял, что ему было бы выгодно, чтобы победила Харрис. Он говорит, ему нравится, как она смеется, но тем временем, вот, например, Медведев написал, что России вообще безразлично, кто победит на этих выборах. А по их мнению, после выборов в США ничего по существу по отношению к РФ не изменится. А зачем они делают такие заявления? Ведь они на самом деле знают, что все-таки что-то может измениться. Мнение профессионального лжеца и закоренелого алкоголика вообще рассматриваться не должно просто никак. Путин всегда лжет, как бы это понятно, но Медведева просто даже цитировать, мне кажется, стыдно просто. Вот. Вопрос не в том, что говорит Путин, или что там минуты просветления пытается там натыкать в Твиттере Медведев, а в том, что делает Россия. Значит, колоссальный объем российского влияния просто зафиксирован на всех уровнях. Я уже говорю о том, что опять, что Илон Маск, человек, который, как я уже говорил, имеет прямые контакты с Путиным. Более того, там до сих пор непонятно, какая часть русских денег была заложена в покупку Твиттера. На этот вопрос ответа не было. Откуда были 44 миллиарда? Там были саудовские деньги, катарские деньги, но там были еще какие-то деньги. Там были русские олигархи, которые действовали в интересах Путина, и эта тема пока остается закрытой. То есть мы совершенно четко видим, как бы вот в окружении Трампа людей, которые не скрывают даже своих связей с Россией. Из тех людей, которые будут заниматься национальной безопасностью, Трамп очень много тех, кто опять зафиксировал, публично зафиксировал свою позицию по отношению к войне в Украине, и эта позиция для Украины совсем не комплементарна. Вот. Поэтому, и потом еще большое количество фейков сейчас было сделано. Очень профессиональных фейков, главных телеканалов, которые сейчас активно распространяются здесь. То есть Россия делает все для победы Трампа. Абсолютно все. Это мощная целенаправленная кампания, как и в 2016 году, но сейчас она просто приняла уже такой всеобъемлющий характер. Об этом пишут и в Америке. И главное, что окружение Трампа, да и сам Трамп, они по большому счету это не скрывают. То есть о том, что Путин это партнер, и вообще с Россией надо, в общем, конечно, налаживать нормальные отношения. По поводу того, как могут пройти выборы в США, говорят о том, что Трамп уже, по сути, прямо говорит о том, что не будет признавать результаты выборов, если все-таки победит Харрис. И он в интервью Карлсону сказал, что, я думаю, мы лидируем с большим отрывом, и мы можем сдержать этот обман, потому что обманщиков очень много. Гарри Климович, как вы думаете, будут ли какие-то споры, возможен ли вообще бунт и новый штурм Капитолия? Надо первое сказать, что Трамп до сих пор не признал итоги выборов 2020 года. К сожалению, очень много людей в Америке продолжают верить ему, а никаких свидетельств этому нету. 61 иск был подан в суды, 60 были отвергнуты сразу, а 1 отвергнут после рассмотрения. То есть никакой юридической базы для этого нету, никаких свидетельств этому нету. Да, наверное, были нарушения там или там, но тем не менее попытки даже пересчитать ничего не привели. Например, скажем, в самом большом каунте, графстве Аризоны, штат, который республиканцы все-таки имеют там влияние сильное и до недавнего времени полный контроль. Сейчас ситуация там более подвешенная. Тем не менее, республиканцы, которые контролировали ассамблею штата, они потребовали провести полный пересчет. Там, помню, под 2 миллиона голосов пересчитывал. Ничего не нашли. Да, там буквально несколько тысяч, кстати, в пользу Байдена качнулось. Что какой-то, буквально, может, или несколько сотен. Ерунда. Пересчитали, все, вручную пересчитали. Ничего не нашли. То есть ни одного свидетельства этому нет. Сейчас совершенно очевидно идет мощнейшая кампания, которая связана с тем, что если Трамп проиграет, это значит, это ложь, это значит украденные выборы. Поэтому сейчас я думаю, что, кстати, многие предполагают, что рыночные котировки на кандидатов, они во многом искажаются, потому что большие деньги закладываются со стороны Трампа. Потому что, вы же понимаете, рынок, в общем, реагирует, как ставка, в зависимости от того, сколько денег вложено. Не важно, сколько людей. Важно, с какой-нибудь Илон Маск, например, если он заложит туда 50 миллионов на Трампа, то это означает, что все котировки сдвинутся в пользу Трампа. Поэтому создается ощущение такое, как пиаровское, очень важно, что Трамп уже выиграл. И если он не выиграет, значит выбор украден.
опять, никаких оснований этому верить нету. Очень много было принято законодательных актов на уровне штатов, это республиканских штатов, в которых Трамп кричал, чтобы выборы были украдены. Скажем, в штате Джорджия, например, были истерики Трампа, там полностью республиканцы контролировали. Губернатор, сенат штата, все посмотрели, ничего не нашли. Трамп по-прежнему утверждает, что выборы были сфальсифицированы. Ну, опять, это его право утверждать, но, в общем, к этому относиться надо соответствующим образом. Так вот, в этих штатах было принято много законов, которые там даже потенциальные, в общем-то, искажения выборов, они там уже выстраиваются такие барьеры многочисленные. Поэтому я думаю, что никаких серьезных событий не произойти не должно. То есть, если выиграет Трамп, то я не вижу реального потенциала, как говорится, если все будет нормально, чтобы компания Харрис и демократы что-то могли этому противопоставить. Если выиграет Харрис, Трамп, конечно, поднимет вой, такой визг будет, но я думаю, что большинство республиканцев просто тихо отойдут в сторону. Потому что второй раз проходить то же самое болото, я думаю, никому не захочется. Кроме того, мне кажется, на этот раз не будет очень затягиваться процесс подсчета голосов, потому что в прошлый раз был сильный дисбаланс голосующих раньше, досрочное голосование, и тех, кто голосовал в день выборов. Республиканцы почти не голосовали досрочно, а демократы многие голосовали досрочно, и поэтому возник вот этот сильный дисбаланс, потому что в ряде штатов досрочные голоса считают раньше. Соответственно, получается одна картина. В ряде штатов позже. Например, скажем, штат Ohio, который Трамп выиграл достаточно уверенно, там посчитали сначала голоса досрочные, и поэтому Байден вырвался вперед. Даже иллюзия возникла. А вот ключевые штаты, скажем, Пенсильвания или Мичиган, там считали их потом. Поэтому Трамп был впереди, и поэтому начал кричать, что у него украли выборы. Сейчас, по всем данным, республиканцев как минимум столько же, а может даже больше голосовало досрочно. Поэтому такого перепада не будет. И я думаю, что как бы там ни считали голоса раньше, или там, потому что в каждых штатах свои законы, то я думаю, что картина более-менее объективная, она сложится. Но я думаю, что где-то к полуночи американского времени сейчас здесь 9 часов, может быть где-то, я бы сказал, к утру киевского времени, в принципе, часов 8 по Киеву, я думаю, что очень вероятно, что мы уже будем знать, кто победил. Может быть, ситуация немного затянется, может быть, если будет очень близко. Там есть математические варианты, когда там будет решать, буквально там есть два штата, Мэн и Небраска, в которых есть отдельные избирательные округа, тоже имеющие голоса выборщиков. Так странно устроено. Но я бы считал, что к обеду киевского времени точно все определится уже 6 числа. Будем, конечно же, мы за этим следить, также смотреть и в прямом эфире сообщать. Поэтому, друзья, вы всегда оставайтесь с нами и сейчас пишите свои вопросы к нашему гостю. Гарри Кимович, как могут изменения в политике США повлиять на единство НАТО? Многие сейчас об этом говорят, что теперь НАТО, все страны начинают думать только о себе или, возможно, будут создавать какие-то другие альянсы между собой. Смотрите, надо же вообще, как говорится, перед тем, как обсуждать будущее, надо вообще понять, НАТО это вообще о чем? Ведь разговор о том, что из себя НАТО представляет, он все время откладывается на потом. Вы сказали единство НАТО. Что такое единство НАТО? Там есть Венгрия, например, откровенно занимающая пропутинскую позицию. Есть Эрдоган, который тоже, в общем, играет сам по себе. Это что? И кроме того, опять, какова функция НАТО была? Для чего НАТО создавалось? Это, мне кажется, вопрос, которого политики западные, особенно западнее Польши, они его избегают. Ровно потому, что ответ на него на самом деле показывает полную, недееспособность сегодняшнего политического руководства ключевых западных стран ответить на эти современные вызовы. НАТО создавалось в конце 40-х годов, в 49-м году, для того, чтобы остановить потенциальную советскую агрессию. То есть спасти, защитить свободную Европу, которая начиналась с
Западной Германии от потенциального советского вторжения. Вот это была цель НАТО. Никаких других целей НАТО не было. НАТО не задумывалось какой-то глобальный альянс, там, чтобы там, воевать с террористами где-то. Вот цель была именно такая. Расширение НАТО на восток, в принципе, оно связано было с тем, что страны бывшего Восточного блока, которые, Варшавского договора, которые фактически были сателлитами СССР, они, сбросив советскую тиранию, они испытывали серьезные опасения о том, что в какой-то момент Россия снова там может перейти на агрессивную внешнюю политику. Вот так вот у них генетическая память устроена. И как оказалось, они были правы. В России, увы, победила именно такая империалистическая концепция. И страхи, которые они испытывали, они начали материализовываться конкретно в Украине уже с 2014 года. То есть на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда НАТО, несмотря на все заверения, мы показали единство, НАТО увеличилось в размере, Швецию добавили, Финляндию добавили. Да, но тем не менее НАТО оказалось не способным не только предотвратить войну в Европе. Уже почти 3 года идет война, и НАТО не в состоянии помочь стране, которая выполняет главную функцию НАТО. Не советская, тут сейчас там российская агрессия. Но это в данном случае агрессия с востока идет. Источник тот же самый. Там Москва, Кремль. Так вот Украина, которая, истекая кровью, останавливает эту агрессию, она, в общем, показалась подвешенной. То есть обсуждается, надо ли, можно ли принять НАТО. Этот немецкий канцлер, ничтожество абсолютное просто, который носил портфель за Шрёдером, рассказывает про то, что Германия, конечно, не может допустить это. Вы еще о чем это говорите? Человек, родившийся в Западной Германии. НАТО должно было защищать Западную Германию от вторжения. Вот произошло вторжение уже. Да, но на востоке. Это не Рейн, это Днепр-река. Но принцип-то не изменился. Никто функцию НАТО, главную, остановить русско-советскую агрессию, не отменял. Что касается американцев, с Трампом понятно, что НАТО придется, мне кажется, много пересматривать. Но в целом надо понимать, что сегодня НАТО как организация оказалась абсолютно не конкурентоспособной в ответе на эти вызовы, которые путинская агрессивная политика, в целом, на самом деле, наступление диктатора в мире поставило новые проблемы. И чем НАТО занимается? Мы же видим все. Когда есть восточные страны НАТО, которые хотели бы много сделать, которые понимают, что победа Путина в Украине, даже частичная, она означает серьезные вызовы для них уже, то есть угрозу их безопасности. Но они сами по себе, Литва, Латвия, Эстония, Польша даже, Финляндия, они все-таки сами по себе без американской помощи должны думать, как им соорганизовываться. Может быть, действительно нужна новая организация. Такое тоже может быть. Там есть Великобритания, между прочим. Но это означает, что надо Европе перестраивать свой подход, потому что Европа десятилетиями жила под американским зонтиком, военным. И поэтому мы уже увидим, что никаких приготовлений реальных к потенциальной войне не было. При том, что с 2014 года эта угроза стала абсолютно, она уже была достаточно очевидной. Но после 24 февраля 2022 года, прошло уже почти 3 года. Уже да. Кончается 3-й год войны. Европа до сих пор не наладила военное производство. Ровно потому, что Европа считает, это война где-то в другом месте. Да, понятно, что Восточная Европа более озабочена всем этим. Но такого ресурса там нету. А Германия раскачивается. Я уже не говорю про страны, которые находятся, в общем, дальше на запад. Но американское лидерство все равно является ключевым вопросом здесь. И если побеждает Трамп, то надо понимать, что, скорее всего, концепция надо будет пересматриваться, потому что никакой уверенности, я думаю, что у стран Балтии в том, что НАТО будет защищать их границы, мне кажется, ни у кого нет. Но, к сожалению, это относится, в принципе, и к администрации демократов, потому что Байден постоянно отказывался отвечать на вопрос, каковы цели войны. Причем не только на вопросы журналистов или каких-то европейских политиков, а в том числе и на вопросы, которые задавались американскими конгрессменами. В ноябре прошлого года, год назад, был
было письмо американских конгрессменов, ведущих республиканцев, возглавляющих комитеты, соответствующие в Конгрессе, которые требовали от Байдена определить цели войны. Когда был проголосован пакет в $61 миллиард для Украины помощи, то там был специальный пункт о том, что к июню месяцу администрация Байдена должна представить план ведения войны. О чем вообще война идет? Каковы цели войны? Этого до сих пор сделано не было. Ровно потому, что администрация Байдена с самого начала считала, что в этой войне не должно быть победителя. Это гениальная геополитическая задумка людей, которые окружают Байдена, от директора ЦРУ Бернса, советника национальной безопасности Салливана, о том, что вот в этой войне надо сохранить статус-кво, не дать Путину победить и не дать Украине проиграть. Так война не кончается. Ровно потому, что в этой войне нету промежуточных стадий. То есть задача Путина — ликвидация украинской государственности и фактически ассимиляция украинской нации. Это не я сказал, это он сказал. Это повторяется каждый день на российском телевидении. Украина, естественно, этого варианта допускать не может. Вот. В этой войне нет точки соприкосновения. Никакие варианты переговорные ни к чему привести не могут, и поэтому позиция администрации, она оказалась, скажем так, близорукой, можно сказать, трусливой, и привела к тому, что сегодня мы находимся в таком нелегком положении. Да, в этом-то и проблема, что Соединенные Штаты не могут сказать, каким видят окончание войны, при этом все просят, все говорят, а что же, как, но никто не может дать правильный ответ, потому что они, наверное, сами не знают этот ответ на тот вопрос. По поводу разговоров не окончании войны, а заморозке, много тоже западных СМИ писали о том, что Украина хочет быть членом НАТО, но, возможно, ей придется отказаться от своих территорий, но также вспоминали западно-германский вариант, но и корейский сценарий. Что вы думаете об этом? Будут ли сейчас попытки заморозить войну и по каким вариантам? Такие попытки, конечно, будут. Я не совсем ясно представляю пока опять предмет договоренности, потому что Путин будет требовать, безусловно, снятия санкций. И, соответственно, это будет означать, что он получит возможность готовиться к дальнейшей войне. И это будет огромная победа для Путина, если санкции будут сняты. Без того, чтобы Россия понесла хоть какую-то историческую, само собой, а также уголовную и материальную ответственность за преступления, которые совершили и продолжают совершать путинские солдаты, путинская армия на территории Украины. Мою позицию вы знаете. Путинский режим нелегитимен и преступен. Да. И любые переговоры с ним, в общем, если Запад готов на это идти, они должны, мне кажется, исходить из этой предпосылки. А любая легитимизация Путина в политическом пространстве – это колоссальное поражение не только для Украины, как, впрочем, для всего западного мира. Это означает, что все те правила, по которым мы жили десятилетиями, они просто оказываются выброшены просто на помойку. И совершенно очевидно, что заморозка войны не означает ее окончание. Это значит, война перейдет в новую стадию. Путин, скорее всего, может на какие-то варианты пойти, естественно, он будет требовать больших уступок, потому что на сегодняшний день Запад же не готов признать, что он находится в состоянии войны с Путиным. Мы же видим, как активно ведется путинская пропаганда не только в Америке, но и в других странах. Венгрия уже является троянским конем российским. Сейчас Словакия присоединилась. В Австрии победили неонацисты. В Германии посмотрим, чем кончатся выборы. Во Франции шансы Ле Пен стать президентом через 2,5 года тоже очень-очень велики. То есть, на самом деле, Путин может считать, что в долгосрочной игре, если он сейчас ослабит хотя бы санкционный режим, и получит, и зафиксирует территориальное приобретение сегодняшний, он, в общем, может в итоге все-таки добиться своих целей. Опять не будем забывать, что это глобальное противостояние. Есть там эти режимы диктаторские, Мадуро, есть там, естественно, проблема на Ближнем Востоке никуда не делась. Бандиты, которых поддерживает Иран, и, естественно, Россия за ним стоит. Китай, который смотрит на Тайвань и облизывается тоже. И непонятно, в общем, кто и как может Китай остановить. То есть, скорее всего, любые попытки найти компромисс с Путиным, они приведут к ухудшению международной ситуации. Один из вариантов, кстати, что, скорее всего, я думаю, опять не знаю, насколько мы можем сейчас закладываться, но
Если станет очевидно, что Украина вынуждена под давлением Запада, как 30 лет назад, когда отдавали ядерное оружие украинское, под давлением Запада пойти на эти уступки, ну, что это означает, скажем, для Японии или для или для Южной Кореи? О том, что есть только одна гарантия защиты своей территории – это ядерное оружие. Я не исключаю, что Тайвань может к этому выводу прийти. В принципе, я не думаю, что это займет много времени. У стран с такой развитой технологией, как там, скажем, там, Южная Корея или Япония, это не займет, я думаю, вопрос месяцев. Вот. То есть мир станет менее безопасным. А любое окончание войны, кроме победы Украины и освобождения всех украинских территорий, означает, что правила, по которым мы жили, вот вся эта система международной безопасности, она вся оказывается как бы разрушена. И, соответственно, это открытое приглашение диктаторам двигаться дальше. Ну и, кстати, вот мы с вами говорим о ядерном оружии. Всегда Запад говорил, что боятся, если вдруг Россия распадется, у кого останется ядерное оружие, боятся расползания его. Но, по сути, оно уже сейчас происходит, потому что, например, Путин делится своими технологиями с Северной Кореей. Потом, если вы говорите, Япония будет создавать, там, Южная Корея, то это будет еще хуже. Ну, я не знаю, мы, конечно, хотели бы, чтобы ядерное оружие было меньше. Но если станет очевидно, что этот процесс уже идет, то кто может запретить Японии это делать, в принципе? На сегодняшний день Япония находится опять под американским зонтиком ядерным. Но я не знаю, насколько японцы будут себя чувствовать комфортабельно в ситуации, когда, скажем, администрация Трампа будет там четко проводить линию там America First. То есть сначала Америка, потом все остальное. В общем, я полагаю, надо подождать все-таки 6 числа и потом попробовать как бы проанализировать вообще, куда пойдет Америка. Но в любом случае, как бы то, с чем мы живем сейчас, вот тот кризис, глобальный кризис, который наиболее выпукло проявляется в Украине, ну, естественно, и на Ближнем Востоке, в виде уже открытой войны, завтра не кончится. Это война между силами свободы и тирании. И пока существуют источники, главный источник это находится в Москве, в Кремле, ну, хотя я не знаю, в каком бункере Путин сидит, но как символ, будем считать. Пока сохраняется Российская империя в ее наиболее агрессивном фашистском варианте, к сожалению, надо сказать, что возможны определенные заморозки на определенных участках, но ни на секунду путинская Россия не прекратит своей войны с свободным миром. Известный факт, что если Путин получает какие-то уступки со стороны Запада, то его аппетиты и агрессия становятся гораздо больше. Гарри Кимович, а как сделать так, чтобы Россия капитулировала? Вот у вас есть варианты? Или если бы вы были президентом США, что бы вы сделали? Война бы давно уже кончилась, ровно потому что в Америке хватает оружия для того, чтобы этот вопрос был решен. То есть это можно было сделать в конце лета, начале осени 2022 года, когда российский фронт затрещал, и в этот момент предоставление Украине необходимого оружия, причем даже, может быть, не в каких-то космических объемах, в принципе, достаточное количество танков, там, в принципе, установок ракетных, и я думаю, что украинская территория могла быть освобождена. Это, безусловно, конечно, 23-й год, когда я опять не претендую на какое-то секретное знание, но полагаю, что планы вторжения в Курскую область были там не в последнюю минуту сделаны. Совершенно очевидно, что при предоставлении достаточного количества оружия и карт-бланш на заход на российскую территорию украинская армия могла просто обогнуть линию Суровикина и просто сделать ее бессмысленной. Просто в тот момент ресурсов более чем хватало. Но главное опять, в Америке простаивает огромное количество оружия. 12 тысяч танков находятся на американских складах. Активные в действии сейчас 3 тысячи танков в армии. 12 тысяч танков. Украина получила 31 танк. Я не говорю про ракетные установки, про большие дроны. На самом деле все это есть в Америке. Проблема упирается в наличие цели. То есть, если цель освобождения Украины, полная победа Украины, соответственно, поражение путинской России, ее можно достичь. Кроме того, существуют цели еще не только военные цели, но еще же есть экономические цели. До сих пор Россия продолжает продавать нефть.
И понятно, что администрацию Байдена больше волновало потенциальное повышение цен на бензин в Америке. Ровно поэтому российская нефть продолжает продаваться. Ну что, закрыть проход там танкерам, которые идут по Северному пути, через датские проливы, это тоже вопрос политической воли. Просто введение запретительных пошлин на проход танкеров, которые не имеют государственной прописки. То есть так называемый этот теневой флот, который возит российскую нефть. Там больше половины российской нефти идет через север. Опять, было бы желание прекратить войну. Но я уже не говорю о том, что практически все там российские ракеты, да и иранские тоже, и да и северокорейские, они все имеют американские компоненты. Это означает, что никаких вторичных санкций не существует. Вот. Все это проходит, как говорится, через третьи страны там, той же там, Центральной Азии, там, через Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Все работает на самом деле. Опять, Европа тоже не считает себя в состоянии войны с Россией. Ну, ни одного посла не отозвали из Москвы. Вот просто на секунду подумайте. Вот вроде бы идет война, мы воюем, ни одного посла не отозвали. Никаких действий серьезных, чтобы продемонстрировать, что Европа находится в состоянии войны с Путиным, нету. Путин с ними воюет, всеми. А они продолжают говорить о том, что надо избежать Третьей мировой войны. Какая Третья мировая война? Уже Четвертая мировая война по путинскому календарю. Третья мировая война была холодная война, которую СССР проиграл. Путин воюет Четвертую мировую войну. А они боятся по-прежнему начала Третьей. Это проблема. Нет политической воли. Уже не говоря о том, что там до сих пор не конфискованы российские деньги. У них проблемы, понимаете, там законы есть. Да, конечно, война на самом деле началась. В этой войне должна быть демонстрация политической воли. Как можно продолжать опираться на законы мирного времени, когда идет война? Вопрос Венгрии решается там, я не знаю, минут за 5 можно решить. Значит, просто сообщается Орбану, что членство Венгрии приостанавливается в этом самом, и денег больше иметь не дают. На 6 месяцев для начала. Пусть разбирается со своим народом нам дальше. У нас есть правила, да, конечно. Я говорю, у нас же консенсус. Война идет, понимаете, война. Вот пока Европа и Америка не готовы признать, что идет война, в которой они тоже участвуют, ровно потому что Путин с ними воюет, будет продолжаться старая ситуация. Поэтому вопросы решаются. Запад обладает колоссальным экономическим и военным превосходством. Это вы видите, просто колоссальным. Но отсутствует политическая воля, поэтому было бы желание вопрос решить. Именно в этой парадигме. Украина побеждает, путинская Россия проигрывает. А что будет потом, это следующий вопрос. И этот вопрос, и все это было бы решено гораздо быстрее, чем вы думаете. Гарри Кимович, огромное спасибо вам за вашу аналитику, за разговор, за то, что вы нашли время для нашего эфира. Я желаю вам хорошего и спокойного дня. И напомню, что Гарри Каспаров был с нами на связи. Вы, друзья, поддержите этот разговор своими лайками, пишите свои комментарии, пишите, на кого вы делаете ставки, кто победит в Соединенных Штатах Америки. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание, хороших новостей, берегите себя и до встречи.